Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Мори. У нас сегодня очередной пятничный подкаст. И нет, он сегодня не будет целиком на русском. Сейчас я вам объясню. На главной странице нашего канала не зря крупными буквами написано «Как стать лучше?». И этот вопрос там не потому что, мол, садитесь, ребятки, сейчас я вам расскажу, как стать лучше, а потому что этот вопрос занимает меня в первую очередь. Как стать лучше и как стать лучше в английском, в моем. Потому что, как вы знаете, я об этом не стесняюсь говорить, я давно учу этот язык, но я еще все-таки далек от идеала. Я делаю ошибки, и вот эта пятничная рубрика — это мой способ стать лучше, это мой способ практиковаться спонтанному говорению на английском, которого в моей жизни довольно немного, потому что, я живу в России, и английским тут пользоваться приходится, не так уж часто, согласитесь. Так вот, недавно мы с моими друзьями и партнерами сервиса MyTalki обсуждали наше сотрудничество, и я подкинул им вот такую идею. Я сказал, что у меня есть рубрика, в которой я спонтанно говорю по-английски, и, конечно, слышны некоторые косяки, которые я допускаю в своей речи, но я очень хочу научиться говорить лучше. И я им предложил найти преподавателя на сервисе, которому будет интересно помочь мне стать лучше. И мы такого преподавателя нашли. Она посмотрела все ролики, которые есть на английском, их 5 там за последнее время, по-моему, было. В частности, пятничный подкаст Friday Podcast, который я для вас сделал в июле. В общем, знакомьтесь. So, my name's Anna Maria, but you can call me Anna. I'm from New York originally. I was raised in New York, and right now I'm living in Mexico. So, I too am thrilled for our good internet connection. That's not always a thing. Right now I'm living in the center of the country, so far from beaches. But just beautiful architecture, incredible culture. Мы с Анной вчера говорили по скайпу, у нас было такое своего рода занятие, я попросил ее перед тем, как мы созвонимся, посмотреть эти видео, и Анна подготовилась и составила детальный такой assessment, как это по-русски сказать, оценку такую моих языковых компетенций, что ли. What I did is I watched several of your videos. I watched all of the Friday videos, and initially I started assessing from the first video, but you made huge improvements between 1 and 4. Yeah. I got less scared, probably. Good. So that's an awesome practice that you're setting up for yourself, and already it's yielding results. Thank you. You're welcome. So what I decided to do is this assessment is only based on the last video. Okay. Оценка состояла из 4 пунктов. Это грамматика, как я использую грамматику. У меня тут это все есть. Это использование слов, то есть словарный запас, лексическое вооружение, скажем так. Это... я не знаю, как это по-русски сказать, как я, в общем, связываю фразы между собой. По-русски, кстати, как вы слышите, не очень. И последнее, наше с вами любимое, это произношение, конечно же. So, I have assessed you at a C1 speaking level. Fair enough. That's what I think. Okay, perfect. Ну и в каждом из этих 4 блоков, что ли, мы разбирали ошибки, которые я делаю. Speaking about your grammatical use, really good. With simple grammar, you make very, very, very few mistakes. With complex grammar, the same. You utilize it well. You seem rather comfortable with complex grammar statements. So really nice work. Thank you. You're welcome. I've made just a few little notes, and they're very small, but I wanted to bring them to your attention because this is the kind of thing I think with your level of English, you can work on your own. They're basic things. So, for example, when you mentioned, that's my thoughts, do you hear the mistake in that? These are my thoughts, right? Yeah, exactly. Есть небольшие проблемки с множественным числом, с наречиями и с использованием предлогов, как у нас всех, господи, английские предлоги. Что касается лексики, которую я использую, она написала, что база очень хорошая, очень такой широкий словарный запас, и говорю, в принципе, более или менее
не задерживаясь за тем, чтобы найти в голове нужное слово. Хотя, конечно, в пятничных подкастах я иногда какие-то совсем уж конкретные затупы вырезаю, но я стараюсь вырезать там по минимуму, чтобы было минимум монтажа. В этом весь смысл рубрики. So I just noted a few little things. Part of it has to do with like collocations. So, for example, fall in love With. Yeah, rather than into. Oh. True. Okay. Right. Yeah. Right. So just like small little things. Enlightening. I think you said enlightening. Enlightening. Right. Yeah, enlightening. So just like little things, but I think you know the word. It was probably just maybe you don't use it as often. So just small. Еще она написала одну интересную штуку. Помните, по-моему, в третьем видео была фраза, которую я постоянно повторял. Going after. It depends on what you're going after. Или что-то такое. Вот она сказала интересную вещь. Это уже такой более высокий уровень владения языком, что ли. То есть не просто грамматику, там, в правилах не путаться, а следить за красотой речи. То есть стараться не повторять одни и те же конструкции по много-много раз. Она, например, сказала, что... Your use of going after. And go ahead. I was afraid of that. And I don't want to pick on this, but it's just something with the English language. I'm sure it's probably true with most languages. Mm-hmm. Is that our ears like to have variety. Oh, right. Yes, absolutely. Когда ты говоришь много в будущем времени, строй его через to be going to, и рядом строишь going after, это going, 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 его слишком много, это бросается в уши в данном случае. То есть она много говорила о том, что мне, чтобы на следующий уровень перейти, хорошо бы поработать над разнообразием конструкций и способов выражения мыслей, которые я применяю в своей речи. То есть расширять свой инструментарий, я вот с ней полностью согласен по этому поводу, да. When you're listening to yourself, notice how many times do I use going? Mm-hmm. How many times going to, going after? And so what I included here, and it's in your action plan also, because this is something I think that you can work on a bit on your own, is just thinking of alternate ways to express that idea. Like trying to achieve, working towards, when your goal is... Ну и, собственно, моя стратегическая цель — это теперь уже я понимаю, что мне надо с C1, C1 двигаться к C2, и это много-много работы над уже такими более тонкими материями, нежели там тупо правила и тупо что-то еще. То же самое касается соединения фраз, соединения предложений, склеивания фраз в единый текст, всяких вот этих вот, знаете, как они по-русски-то называются? Talking about discourse management, so that's like I mentioned, that has to do like firstly, secondly, in conclusion. Mm-hmm. And so these are all like discourse markers, cohesive devices. You use them well. Your speech is organized and logical, so super work. Тут она сказала тоже, что мне, чтобы разнообразить свою речь, стоит найти еще какие-то новые слова, вот эти вот связки. Я, правда, не помню, как они называются, ребят, я найду. Вот, и выучить новых и разнообразить ими свою речь, чтобы она звучала более красиво и более сложно, может быть, даже в какой-то степени. То есть тут опять же про то, чтобы разнообразить свой лексикон, свой инструментарий. Это важно. Your pronunciation, the most important thing with English pronunciation is that you're understood, right? That meaning is clear. Mm-hmm. There is never an issue with that when you speak. In general, your intonation is super, and it's really admirable because Russian speakers have a very particular... And very different. Yeah. And you really control that so nicely. So, well done. You're welcome. I mentioned a few things in the next section where it talks about word stress. There's a few things I identified where occasionally you're placing equal emphasis on syllables, mm-hmm. and that's not native. So, for example, hammer. We say hammer. So the emphasis is more towards the first
syllable, hammer. Access. So access to knowledge. Access. Сильно акцентирую интонации, что ли, произношением артиклей, хотя этого делать не надо. Я говорю a car, a или the, тогда, когда этого делать совершенно не надо. То есть они должны звучать более нейтрально. Let's say a hammer, or a drill, or a chainsaw if you're a maniac, right? Okay, A. so yeah. Hear that? Okay, good. And so we'd like to have it sound more like a hammer, A hammer, a chainsaw, a drill, a book, a woman, etc. Ну и, собственно, хотя задача минимум у меня с произношением выполнена, то есть понятно, что я говорю, не смешиваются слова в кашу, и почти не бывает такого, что из-за произношения искажается смысл сказанного, но речь можно сделать лучше, поработав над некоторыми гласными звуками, поработав немножечко над интонацией, и что-то тут еще есть. И скорость, но это будет немножко потом. В общем, по итогу всего, что Анна заметила, она, как я ее попросил, сделала такой план действий для меня на следующие 4 недели. Смысл какой? Когда я предлагал эту рубрику, идея была в том, чтобы мне дали какой-то план работы, я по нему, собственно, самоотверженно трудился, и мы с вами вместе могли посмотреть, какие от этого будут результаты. То есть, смогу ли я реально улучшить свою речь, исправить те косяки, ошибочки, недостатки какие-то, слабые места, которые преподаватель, носитель языка в моей речи неподготовленный различит. И, кстати, теперь она будет смотреть мои пятничные видео тоже, я под колпаком. I have to make those videos, Friday podcast videos every week, so you will be able to spy on me. Absolutely, that's my plan. Oh, that's great. В общем, Анна подготовила для меня план, состоящий из 5 пунктов на следующие 4 недели. Во-первых, это избавиться от четкого вот этого вот излишнего выделения артикля a. Я буду над этим работать, и она написала, что для этого нужно будет сделать. Я вам потом более детально расскажу. Вторая штука, про которую я тоже знал, но как-то мне, наверное, было лень, это и Ну, знаете, си или си. Ну, я пока еще не очень хорош в этом, но я буду лучше. Она мне тоже это отметила. Другой гласный звук — это man или man. И да, пока я не тренировался, пока тоже это все не идеально. Кроме того, выражение связки я точно найду, как они называются. Мне нужно будет найти, выписать где-то в книжках, может быть, или где-то еще несколько новых, выучить их и встроить в свою речь, и стараться их использовать в пятничных подкастах, чтобы вы могли их тоже слышать. Это, челлендж, но я его принял. Ну и стараться вот с этим going after, в который я так влюбился и которым я пересолил свое видео, 3-е, по-моему, по счету, найти несколько синонимов этого слова и постараться их тоже сделать частью своего активного словарного запаса, чтобы они попадали в видео. В общем, план у меня есть. Я жду, когда мне Анна теперь пришлет упражнения. Она мне пообещала диалоги прислать, упражнения, некоторые еще интересные штуки, которые я, когда преподавал английский, я про них вообще не знал. И я вам тоже обязательно их покажу, поделюсь с вами. И я буду разучивать песни на английском. В общем, план работы есть. Сентябрь начнет гореть, я начну работать, и я надеюсь, что плоды моей работы будут вам видны, ребята, и что этот пятничный подкаст будет еще интереснее и полезнее, чем он был, то есть не только послушать меня и понять, но и посмотреть, как я работаю над своим английским, и, может быть, что-то из этого перенять. Я буду стараться делиться с вами тем, что я делаю, и вы сами увидите, что из этого получается. И, конечно же, в ходе разговора мы с ней пришли к вот этому вопросу, который мы с вами обсуждали в прошлом пятничном подкасте, в самом последнем. Насколько важно на самом деле человеку, для которого английский язык иностранный, насколько важно ему стремиться к тому, чтобы звучать абсолютно как носитель языка, то есть вот без всяких этих рудиментов своего родного языка, будь то какие-то остатки произношения, грамматики или что-то такое. Вот что она по этому поводу сказала. English learners should not feel this pressure to sound native or to completely lose their accent. I think native English speakers really appreciate when other people are trying. And for me personally, when you were like
when you were exploring the different reasons why it's not necessary to have perfect English, one of the things I was thinking is that anytime I hear someone who I can tell is not a native speaker, I always think how incredible that they have, mastered the language to this extent, whatever it is, because my spoken Chinese and my spoken Spanish is miserable. So, in comparison, I think that beyond being charming, if you're retaining some of your accent or your, the pronunciation influenced from your mother tongue, it also says something about you. And it says, I'm a person who has worked really hard on something that a lot of people don't even want to try. So, guys, you heard that, I hope. Keep talking, keep trying. Вот такие у меня новости, ребята. Вот такой у нас сегодня подкаст. Я очень рад, что вот это мое предложение Айтоки понравилось. И спасибо вам еще раз большое, Айтоки, за то, что дали мне такую возможность. В общем-то, нам всем дали такую возможность стать немножечко лучше. Будем ей пользоваться. Пишите, ребята, что вы думаете по этому поводу, будет ли вам интересно такое смотреть. И пожелайте мне удачи. Я выделил себе в своей рутине дня где-то примерно 2 часа на саморазвитие в этом сентябре, октябре, ноябре. Все это вместе называется осень. На работу над английским языком, над тем, чтобы читать что-то развивающее, какие-то книги новые, чему-то учиться. Вот 2 часа в день у меня будет, буду работать и над своим английским тоже. Будем работать с Анной вместе. Вот, еще раз большое спасибо, что смотрели. Хороших вам выходных, ребята, хорошей пятницы. Скоро с вами увидимся. Сентябрь — это классный месяц, один из моих любимых, поэтому давайте не будем так уж сильно страдать о том, что лето кончилось, тем более, что в Владивостоке оно было, Скоро увидимся, ребята, всем пока.